Привет! Я Ира, и это мой канал о русском по-русски. В начале этого видео я хочу сказать всем вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете мой проект и помогаете ему развиваться. Ведь сегодня вас на канале уже больше 200 тысяч. И для меня это не просто огромная цифра, это гигантская цифра, потому что я никогда даже не могла представить, что такому большому количеству людей будет интересно то, что я делаю. Я очень горжусь всеми вами, кто изучает русский язык. Для меня вы герои, потому что русский язык, конечно, очень красивый, очень интересный, но, согласитесь, и трудный тоже. Вы знаете, что на своем канале я люблю проводить конкурсы и дарить победителям полезные подарки. И я обещала вам, что когда на канале будет 200 тысяч человек, я тоже сделаю конкурс. Выполняю свое обещание. Я расскажу вам сегодня о конкурсе, который я придумала. Я также просила помощи у вас, и вы дали мне отличные идеи, какие подарки вы хотели бы получить. Первое. Конкурс. Что нужно сделать? Вам нужно снять видео, в котором вы расскажете о своем дне. Расскажите, что вы делаете утром, днем и вечером. И будет здорово, если вы сможете не только рассказать о своем дне, но и показать это. Вы знаете, что я очень люблю оригинальные видео. И не беспокойтесь, я не обращаю внимания на ваши ошибки, которые вы делаете, когда говорите. Ошибки – это нормально. Поэтому ваша задача сделать оригинальное видео с рассказом о своем дне. Но чтобы вам было понятно, о чем я говорю, давайте посмотрим небольшое видео о моем дне, которое я сняла для вас. А после этого видео я продолжу говорить о конкурсе. Приятного просмотра! Сегодня расскажу вам о моей субботе, моем выходном дне. Я проснулась, погладила мою собаку, встала и пошла посмотреть, какая на улице погода. Впустила в комнату свет, увидела, что на улице солнце. Еще немного погладила собаку и пошла в ванную умываться. Я умылась, почистила зубы. Потом я, как обычно, заправила кровать. Я всегда это делаю. Я выпила стакан воды и приготовила завтрак и кофе. Позавтракала и начала собираться гулять со своей собакой. Потом я села читать. И в час дня у меня был прямой эфир, но до этого я перечитывала вопросы, которые планировала задать гостю, и отвечала на комментарии на канале. Эфир у нас получился отличный, интересный, и я получила массу эмоций. Потом я разогрела суп. Я не готовила обед в этот день, только разогрела его. Пообедала. И после обеда, конечно, убрала всю грязную посуду в посудомойку. Иногда я мою сама посуду, а иногда использую посудомойку. Конечно, потом я вытерла стол. Я люблю, когда в доме порядок. И поняла, что у меня дома мало продуктов, поэтому обулась, оделась
взяла телефон, ключ от квартиры, ключ от машины, мусор взяла, чтобы вынести его, и пошла в магазин. Ну, точнее, поехала в магазин, потому что пакеты будут тяжелые, и я решила поехать на машине. Когда я приехала на парковку торгового центра, надела маску. Пришла в магазин, выбрала овощи, огурцы, помидоры. Я не снимала много в магазине. Пришла домой, увидела собаку, которая очень обрадовалась, уделила ему немного времени и, конечно, начала раскладывать продукты. Вы видите, что я все сложила в такие холщовые сумки, потому что я не люблю покупать пластиковые пакеты. После этого я села немного поработать. Я писала пост для Инстаграма моей онлайн-школы. Это был пост о значении цели в сложном предложении. Потом я решила убрать ванную. Я делаю это каждые выходные. И еще я поняла, что мне нужно постирать вещи. Ну и не обошлось без танцев под музыку, потому что я всегда слушаю музыку, когда убираюсь. А потом еще одна прогулка с моей собакой. Вы видите, какой уже свет, и понимаете, что это закат. Обычно мы с моей собакой много играем на улице, но сейчас у него болит лапа, поэтому играть нам нельзя, только спокойно ходить. Мы погуляли, пришли домой, и я готовила еду собаке. Ну, как готовила. И вечером я тоже люблю работать. В субботу вечером я монтировала видео. Какой красивый свет, посмотрите. Я немного устала и просто лежала и любовалась светом. А потом решила устроить себе свидание, смотрела сериал и ела. Потом приняла душ, намазала лицо кремом и еще раз намазала лицо кремом. Почистила зубы, 2 раза. Расчесала волосы. И перед сном я читала. Потом я легла спать, и на этом мой день закончился. Итак, я надеюсь, что вы теперь знаете, как проходит один день моей жизни. И я бы хотела чуть-чуть больше узнать о том, как проходит ваш день. Когда вы запишете видео, вам нужно отправить его мне на почту проекта. Я напишу почту здесь, а также оставлю ее и все условия в описании видео. Пожалуйста, не забудьте в письме написать ваше имя, вашу фамилию и страну, где вы сейчас живете. Потому что эта информация нужна мне будет, чтобы я могла разместить ваши видео на своем сайте. Видео можно отправить на мою почту до 30 августа. 30 августа – это последний день, когда я буду разрешать отправлять мне видео. После 30 августа я буду выбирать 2 победителей. И теперь интересная часть. Что получат победители?
Вы дали мне отличные советы, и я подумала, что первый победитель может получить вот такую книгу. Это сборник рассказов известного русского писателя Антона Павловича Чехова. Почему Чехова? Не знаю. Я люблю Чехова. Мои студенты любят Чехова. Его рассказы интересные, поэтому я подумала, что эта книга будет отличным подарком. И второй победитель получит сертификат на 4 встречи в разговорном клубе в моей онлайн-школе о русском по-русски. Эти встречи проходят в группе. Вы сможете выбрать уровень группы, в которую вы хотите прийти, и сможете позаниматься с нашим чудесным преподавателем Валерией, от которой все студенты просто в восторге. Я надеюсь, что вам понравилась идея конкурса и понравились подарки, которые я придумала для вас. Я жду ваши видео, буду смотреть их с удовольствием. И если у вас остались какие-то вопросы о конкурсе, не стесняйтесь написать мне их внизу в комментариях или можно написать на мою почту. До 30 августа жду ваши видео, а мы с вами увидимся, как всегда, в понедельник в 9 часов утра в новом видео. Пока!